Присоединяйтесь, заходите на наш сайт udcm.ru, следите за новыми мероприятиями, маршрутами, направлениями в наших соцсетях, либо заходите в центр познакомиться и пообщаться. Вперед к вулкану. Русские туристы кашляют. Доброго вечера. Спасибо, что вы здесь. Я, наверное, хотел бы вам рассказать о поездке, которая завершилась не так давно. Начали собирать более подробную информацию о том, собственно говоря, что ожидать, где побывать, на что-то обращать внимание и так далее. Места, где нам удалось побывать, начальные планы были несколько иные, то есть в планах было взять транспортные средства в Канкуне, потому что мы прилетали, собственно говоря, сюда. И дальше по возможности проехать через Белиз, попасть в Гватемалу, ну а дальше уже из Гватемалы двигаться по Мексике. На первые скидки там получалось порядка где-то 10 тысяч километров, и реально с учетом того, что надо было брать транспортные средства, надо было скажем так, уделять внимание каким-то таможенным особенностям, это не сбылось. В силу того, что не резидент Мексики, он не сможет на себя поставить транспортное средство, а исходя из этого при пересечении границы там будут проблемы. Поэтому сама поездка немножко она трансформировалась, как и любое путешествие. Действительно, здесь желательно быть гибкими. В Центральной, Латинской Америке, то есть нюанс, который связан с языковым барьером, в частности, у меня, потому что испанский язык, хоть я честно используя современные технологии, есть такая программа Duolingo, пытался освоить, но, скажем так, не так до Нового года. Это было, мы попали в Гватемалу, кстати, по транспортным средствам можно было, на самом деле, немножко по другому маршруту проехать, если бы было больше времени. То есть в Гватемале можно купить транспортные средства, это, скажем так, именно с регистрацией на себя. И на этом транспортном средстве можно было бы уже, в общем-то, практически везде проехать по любой стране. Но минус в том, что тогда надо было возвращаться на этом транспортном средстве в Гватемалу и там продавать. Значит, по технике, как правило, там что-то малокубатурное всегда. Количество единиц достаточно много, то есть там как автомобилей, так и мотоциклов, реально много-много-много. То, что касается безопасности, тот же Канкун, его почему-то это курортная зона, но раньше там могли быть такие достаточно, скажем так, опасные районы. И по самому Канкуну проходит магистраль. С одной стороны, это курортные какие-то зоны и там такие более-менее безопасные места. С другой стороны, там вроде как прям сплошной криминал. Один раз вечером нас Алексей как раз вывозил примерно в ту зону,
где можно было получить всякие да, приключения. Но по факту, в общем-то, ничего там такого как бы криминального с нами не произошло. Вот. Он сам мотоциклист, и почему, собственно говоря, насколько я понимаю, вышел он на контакт, потому что мы как раз искали транспортные средства, мотоциклы. Вот. Он себе купил вот такой мотоцикл. Это мы вечером, как бы, когда познакомились, ну, решили, там вот, нам экскурсию устроил. И заодно мы заехали вот в этот вот район. Вот. Вот. По самому Канкуну, ну, реально, на самом деле, получилось так, что это все-таки курортный город, и там все заточено, в первую очередь, наверное, под туристов, поэтому нам там не понравилось. То есть вот мы приехали, наверное, 2 дня мы там побыли, ну, то есть ездили вот на этом скутере в максимально там какие-то интересные места поблизости. Решение, что надо в Гватемалу, и там уже, соответственно, дальше как бы двигаться по более, ну, каким-то экзотическим, менее туристическим местам. Мы переместились вместе с тем, вот это вот Гватемала, это Гватемала Антигуа, и очень такой колоритный город, то есть там одноэтажное строение, очень много объектов, которые там имеют историю там, ну, несколько сотен лет. Там интересно побывать, красивый город, понравился. Минус, наверное, в плане климатических особенностей, это там прохладнее, то есть выше в горы поднимаемся, поэтому на побережье там где-то 27 градусов тепла, а там уже около 20, то есть может потребоваться флис. У вас запланированы какие-то поездки, где будут горные районы, помните, куртка там эндуровская, допустим, это то, что у вас с собой должно быть, иначе будет совсем некомфортно и, ну, реально можно простудиться, заболеть там и так далее. Так вот, когда мы добрались до прокатной конторы и познакомились с ребятами, они, в общем-то, поучаствовали в выборе, там тоже забавные моменты были, потому что я изначально планировал, чтобы у нас были мотоциклы класса эндуро, так как маршрут планировалось проложить так, что там будет много, ну, таких участков, скажем так, не связанных с асфальтовым покрытием. Плюс второй очень большой эндуриков, то что и в Гватемале тоже много лежачих полицейских. И в том же самом Антигуа там лежачие полицейские, но они прям вот, я не знаю, наверное, вот такой высоты. То есть, ну, на круизерах там, наверное, было не очень комфортно ехать. А на эндуриках, вот DR, которые мы взяли, там длинноходная подвеска, там прям можно было даже прыгать на них. Вот, то есть классно. DR 650 и DR 350, два мотоцикла. Вот, но я планировал, думаю, мне побольше, помощнее вот, взять. Прокатился. Наташа стала на вот этом малокубатурном, и он оказался более высокий, чем DR 650. И в результате мне пришлось отдавать технику, которую я хотел себе приспособить. Поэтому она ездила на 650-м, а я, соответственно, вот на этом 350-м. Значит, да, инструмент я всегда беру, притом в этой поездке, кроме всего прочего, я помню по прошлым своим путешествиям, допустим, вот в Шри-Ланке Honda Bach была, там две большие фары, вроде достаточно. Я специально его выбирал, чтобы, если ночью придется ездить, то чтобы было нормальное освещение. Вот. Но в Шри-Ланке там своеобразно, конечно, подходит к ремонту техники, штатное освещение стало. Потом их, конечно, демонтировал, потому что по Мексике там примерно та же самая ситуация была. Тот мотоцикл, который мы взяли, там такое же головное освещение было, но его не было.
Вот, поэтому вот эти моменты как бы тоже учитывайте. Вот, и на тот, и на другой мотоцикл они были установлены, то есть не только инструмент, который может потребоваться для ремонта, но и с электрикой, конечно, я всегда с собой беру. Это мультиметр, права. То есть я удивился, я думал, что Гватемала это будет какое-то просто отсталое государство. И в большинстве своем хорошие дороги, но если это горы, то, как правило, в горах могут быть нюансы. И сейчас я попробую здесь найду видео. Это как бы отдельные маленькие участки. То есть дорогу смыло, и поэтому вот получилось так, что ну, какие-то там небольшие броды могут быть. Вот. Но дорога вся, вот она идет дальше, асфальтовая начинается, когда вот этот участок какой-то там прошел. Она красивая. Эндурик полезно там, действительно, потому что можно все-таки съехать куда-то дальше. Вот. Но по факту в дороге, как и сам вот прокатчик говорил, вот там был дорожный мотоцикл, на который Наташа стала засматриваться, потому что он низкий был, там АБС была, там еще что-то такое, 200 кубов, вот, но по факту, собственно говоря, я думаю, и она тоже не пожалела. Вот смотрите, вот, собственно говоря, это озеро, то есть это мы как раз из Панакчелиев выехали, и вокруг, ну, вот это Панакчель, и вокруг этого озера идет дорога. Когда мы брали технику, нас предупредил прокатчик, говорит, ну вы ночью не ездите, это опасно, ну и действительно там как бы и трафик там и так далее. Так, ну так получилось. Вот. А второе, говорит, не ездите вокруг озера, там есть красная зона. Что такое красная зона? Это, как правило, там могут ограбить, могут убить там и так далее. Вот. Но мы все-таки там проехали, это отдельно я как бы расскажу. Если говорить о палатках, да, наверное, можно было поставить. Чуть позже, на самом деле, я покажу. То есть я с собой брал палатку, вот, но я останавливался на берегу Тихого океана. Вот, и ну, я не пожалел, что с собой взял палатку, как бы было нормально, прикольно. Вот, а так вот вся дорога, даже вокруг этого озера, очень живописная, потому что перепад высот большой, там много вот этих вот поворотов, там, ну, просто шикарно. Наташа полезла на вулкан. Вот. А я что-то совсем там замерз и решил съездить к Тихому океану. То есть там где-то километров надо было проехать 150-200. И обратно где-то, наверное, ну, 1/3 от этой дороги вот была вот такая. Притом там дальше пойдут броды, там пойдут такие закоулки. История, вот мне ее Наташа поведала, потому что как бы, ну, она такой путешественник продвинутый, и много контактов как раз других путешественников. Один из ее коллег рассказывал о поездке по Мексике, что в отдаленных селениях можно встретить такой контингент людей, но это племена уже, то есть это немножко в другой плоскости люди живущие, где может быть верхом гостеприимства отрубание головы. Вот. И у него была ситуация, он попал в гостю. Да, это нет, ну что, как бы про Мексику была история, и он действительно попал в такое селение, и как бы вот рассказывал, но это уже со вторых уст идет, но рассказывал, как идет по улице и смотрит местное население с мачете, так потихонечку так за ним, так хоп, все, с каждой улицы так хоп, там уже много их, вот, поэтому у него там веселые были такие ситуации. И когда я поехал возвращаться тоже назад
с Тихого океана, я выбрал вот такой маршрут, и там фактически селения были такие, они отдаленно напоминающие тот рассказ. Вот, я смотрю, уже там дорога такая идет, ну вот реально там не джунгли какие-то, вот, и такие гостеприимные эти местные жители с мачете такие, и там улыбаются, здравствуй, там говорят, вот, я там прибавляю газ, вот, а так на самом деле, ну, вот та дорога, честно говоря, я уже побоялся, что мне не хватит топлива, потому что населенные пункты, они располагались на определенном удалении, и вот этих бродов, которые я там приезжал, я уж не знаю сколько. То есть я уже наобум там ехал, потому что часто в путешествиях я использую старую программку, которая называется Maps.me, наверняка вы там слышали о ней. Но единственное место, где как бы я стал удивляться тому, что некоторые объекты, дороги, они там отсутствуют, это было вот как раз там. Вот, поэтому я ехал по наитию, то есть вот это вот достаточно большой километраж был, я должен был приехать. Нет этих маршрутов, нет этих дорог, по которым я ехал. А на Maps.me очень часто практически тропинки можно увидеть, такие, что пешеходные. Поэтому я говорю, я очень сильно удивился. Мы ехали по дороге, в Maps он говорит, что мы едем вот просто. Это уже по Мексике было. К сожалению, да, вот с таким мы там сталкивались. Перед поездкой, кстати, ну, я как бы думал, что взять. Взяли с собой рации с гарнитурой и, в общем-то, не пожалели, потому что расстояние, если сравнивать с Bluetooth гарнитурамми, там, ну, там километр полтора, наверное, вполне как бы хватало. То есть удобная штука. Нет, там не было грязи, поэтому вообще нет проблем. Были, да. Это когда мы через красную зону ехали, а когда долго дождей нет, там был как лунная пыль. То есть там была вот, наверное, вот минимум, это вот такой был. То есть когда едешь, она проваливается туда, колесо. Поэтому Наташа там разложилась. На мотоциклах, которые мы взяли, там полный комплект зеркал был. Вот, первое зеркало это я со своего мотоцикла катапультировал. Там пластиковые крепления, как только мотоцикл падает, зеркала нету. Вот, а потом уже включилась Наташа. Да, то есть мы там принесли ему эти кусочки зеркал, вот, на что он там спросил, зачем они нужны. Вот, сообщил, что стоимость каждого зеркала $1500. Значит, смотрите, если говорить о букинге, то букинг там такой, что ценник некрасивый получается. Вот. Да. Ну, даже не в 3, у нас получилось там чуть ли не в 10 раз, вот в этом, в Сан-Педро. Да, где тут отель Марата? Просто цена гостиницы, да, тоже какой-то? Здесь, да, здесь в Панахчеле, соответственно, это был номер совсем такой маленький, он меньше, наверное, чем вот эта вот комната, там, в половину, наверное. Вот, и плюс только был то, что мы мотоциклы оставили... Плюс там был чай. Это вот такой, привыкли к черному чаю. Да. В Гватемале, не в Мексике, там в Да, Перу, вы чай там не вообще найдете. Да, нет, да. Они пьют лемонграсс, они пьют все, кроме черного чая. Мы очень соскучились по черному чаю. Это единственное место, где мы нашли черный чай. Да, и там было прям... В магазинах вот Сколько приходишь, стоил номер? нет. Сейчас даже не вспомню. Но я думаю... Ну, нет, может даже меньше, потому что я там старался, чтобы это не так дорого было. Вот, поэтому... Ну, смотрите, кецали, они где-то в 10 раз дороже рубля. То есть 1 кецаль это 10 рублей.
В Сан-Педро нам удалось, это единственное место, где действительно дешево получилось. Мы за 50 кецалей там переночевали. Вот. Единственное, что там был душ очень своеобразный. Значит, вот представь себе лейку, к ней подходят чуть ли не оголенные провода. Вот, и ну, мы спросили там, нормально все? Местные нам сказали нормально. Вот, то есть там в самой лейке встроен там какой-то нагреватель, но выглядело это просто трэш. Вот. Вот этот участок, соответственно, от Сан-Педро до что-то такое Сантьяго-Атитлан, это как раз и есть вот этот участок красной зоны. То есть именно там какие-нибудь плантации марихуаны, там, ну и так далее. В Сан-Педро мы пришли в полицейский участок. Но полисмен такой дотошный, он сразу же спросил документы на мотоциклы, значит, стал проверять документы, притом пробивал их по компьютеру, по базам. После этого взял паспорт мой, не стал брать, видать, я такой располагающий человек, а у нее все проверил. В результате, после проверки, стал связываться с кем-то по рации и сообщил, что да, вас встретят на плохой дороге. Вот, мы долго переспрашивали, что такое плохой дорога. То есть bad road, там как бы это, то есть непонятно было, что это означает, где это встречаться. То есть мы думали просто где-то сейчас в городе приедем к полицейской машине и нас, соответственно, уже дальше повезут под конвоем. Забавно было следующее. Когда мы поехали, вот я вам рассказывал про безопасность. Не один случай как бы присутствовал по поиску информации, что почему ночью еще не рекомендуют ездить. Натягивают веревки, вот, и дальше, собственно говоря, когда человека сбивают, уже там... Выехали из города, и мы уже смотрим, вроде едем по этой красной зоне. Никаких полицейских нету. И смотрим, уже какие-то автомобильчики стоят там с местными, и они так на нас все подсматривают. Вот. Мимо нас проехала полицейская машина, не останавливаясь, ничего. Вот. Мы решили все-таки, что это, наверное, наша полицейская машина, и бросились в погоню за ней. Догнали. И после этого, когда они остановились, они также стали проверять документы, забрали у Наташи паспорт, вот, чтобы никуда там не... Ну, стали сопровождать, собственно говоря. Ну что, были там стога с марихуаной? Знаете, ничего там не было. Нет. Вдоль дороги ничего не было. Дорога примерно вот такая вот была. И так как это горная дорога, то есть это равнинный участок идет, а там могут быть, соответственно, такие достаточно... По экипировке, вот реально, ездите, берите с собой экипировку, это важно, это нужно, потому что и Наташа там... Да, конечно. Полностью, соответственно, вся черепаха, наколенники, шлема свои. Вот. А плюс был еще вот эти ребята, которые нам в прокат мотоцикл давали, ну, я как бы попросил, они бесплатно, потому что у них на все прайс прописан, но прайс такой достаточно кусачий. Когда реально стали с ними разговаривать, начальные цены на мотоцикл Наташин был, по-моему, 500 или 600 долларов за неделю. Вот. Они отдали за 300, по-моему, 50 или 300. Мой там должен был там что-то такое, тоже 450, а отдали они там за 250. Вот. Да. Ну, он он... Да. Когда увидел, что мы не там туристы, которые, ну, он видит, что мы дур-мотоцикл, он сам тоже, да, там занимается. Вот, более того, то, что мне очень понравилось, у него, кроме проката, там позиционируется в компании как мототуры. И он, понятное дело, что проводит эти мототуры, он поделился всей информацией, всеми интересными местами. То есть, дал нам маршрут,
Да, куда поехать, то есть, ну, вот в плане, я говорю, в общении, Съездили? да, мы по этому маршруту по всем точкам проехали. Ну, даже больше, потому что он нам говорил, красная зона, не-не. Вот, вот, так. Вот он вообще бесплатно нам. Да, боты достал, потому что мы с собой не стали брать. То есть, вот когда в Индию я ездил, допустим, ну, я просто берцы с собой брал, хотя бы хоть какая-то чуть большая защита там. Потому что боты, в которых я езжу здесь, они, во-первых, они неподъемные, большие, и с собой их тащить, ну, я не стал. Защита, да, это то. Да, боты это прям вот стабильно, как бы эта штука. Если вы где-то что-то берете в прокат, постарайтесь раздобыть боты. Вот, потому что первый раз, когда я испугался, там увидел Наташу, она лежит под мотоциклом, не шевелится, это я... Чё же шевелиться? Я лежу, жду, когда- Да, мотоцикл на ней лежит, да, конечно. То есть вот эти вот дороги, на самом деле, ну, она не такой фанат внедорожной как бы езды, хотя она старается и у нее получается. Вот, это я люблю куда-нибудь забуриться. Я просто, у меня не такой опыт. Ну, хорошо, ладно. Вот, поэтому дороги разные, и защита, она вот реально отрабатывает. Вот, поэтому Если б было не бы пренебрегайте. очень печально, но А в них очень жарко. Ну, да нет. Ну, там я говорю... во-первых, вентиляция. Нет. Если говорить о эндуро, то лучше либо эндуро, либо кроссовый. Это самая такая высокая степень защиты ваших ног, потому что ноги это то, что очень часто страдает при падениях, там, то есть как бы это один из таких, ну, легко повреждаемых элементов. О, тут, оказывается, кокосы есть. Можно было полакомиться. А волны там ничего такие. Но купаться все равно пойду.